Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Про Добро. И у нас сегодня рубрика «10 вопросов заключенному». У нас в гостях Андрей. 28 лет отсидел, 7 ходов. Будет 10 вопросов из жаргона блатного. Да, Андрюх, а тебе надо будет его расшифровать для нас и, собственно говоря, для наших зрителей. У нас начинается с вами как перекрестный допрос. Так, ну что, давай, поехали. Первое. Что такое вертухай? Кто такой? Вертухай – это изначально, как это пошло, вертухай – это часовой, который стоял на вышке, охраняли лагеря. Почему вертухай? Это сейчас вышки такие облагороженные, там отопление, у них мониторы, все. А раньше просто была вышка, там стоял солдат. Почему вертухай? Потому что он мерз, на одном месте все время не простоишь, и крутился, вертелся, от этого и пошло вертухай. Так, Андрюх, а кто такой ханыга? Ханыга. Ханыга в арестантском я такого особо-то и не встречал. Так-то в повседневном это какой-то алкаш, наверное, забулдыга, пьяница. Это, в моем понимании, опять же. Кто такой бугор? Бугор – бригадир. 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 Почему бугор? Потому что выше всех? Да выше других? Не выше других. Бригадир, как сказать, бугора. Но есть такая поговорка: ты бугор, а я гора. Дальше матом. Давай. Так, Андрюх, терпила. Терпил – это потерпевший, который пишет заявление, то есть, соответственно, за него страдают люди. Потерпевший. И лох такой же терпила, которого человека там развели или обнесли. По факту, который терпит. Да. Кто такой черт? Черт – это синоним, чушка, помойка, как вот, кстати, в этих слово пацана, чушпан. Человек, не следящий за собой, скажем так, грязнуля. Грязный человек. И который поступки, я так понимаю, совершает. И рогатый, соответственно. Андрюх, хозяин. Кто такой хозяин? Хозяин – это уважаемый человек, это начальник колонии. Кстати, есть нормальный хозяин, а есть, конечно, все, наверное, слышали за Льговский Централ, когда там было, за Саратов, за Ливны в частности. Вот там в Ливнах справедливый хозяин был. Геннадий Егорович, не буду говорить фамилию, справедливый мужик, действительно по совести. Его уважали и администрация, и зэки. Потому что поступал человек всегда не по закону, а по совести. Главное, чтобы по совести. Но нашлись те, кто и отправился в мир иной, а в итоге пострадал он. Кто такие козлы? Козлы – да, это актив. Почему козлы? Козел – это все же взято из мира. Мы же как-то говорили это. Коза, животное, она же жрет все. И кору, и ветки, всеядное, чтобы выжить. Так же и козлы. Чтобы раньше выйти на волю, они одевали косяки, то есть шли на должность, на ставку там, на какую-то. И, соответственно, то, что они участвовали в активе, соответственно, их предоставляли поощрение, и уходили люди, не люди, на УДО козлы. То есть сотрудничество с администрацией. Да, своего рода. Так, кто такой шнырь? Шнырь – это невальный человек, скажем, как у барина прислуга, также шнырь невальный, который моет полы, убирается там в пищевой комнате, соответственно, собирает, скидывает белье в стирку, там, например, в бараке, он относит это белье, приносит, ходит, заготавливает в столовую продукты, выполняет мелкие поручения. Шестерка, по сути, такая. Да. Есть личниковые шныри. Какие? Личниковые. Я То понял. есть, есть в отряде, который, действительно, там это по отряду. А есть личниковый, который непосредственно за определенную мзду прислуживает определенному человеку. Личный помощник. Да. Это нормально считается? Зарплата в виде сигарет. Нет, это не нормально. Это не нормально, иметь шныря?
Не, мечты, наверное, нормально. Все в жизни относительно, понимаешь? Все в жизни относительно. И для кого-то миллион, фу, а для кого-то и пятак, ого-го. Поэтому тут... Так, Андрюх, еще вопрос. Дальняк, долина. Ну, параша, туалет. Ну, дальняк, опять же, можно сказать, где отбывал? На дальняке. Ну, на дальняке раньше подразумевалось там за пределами. Но еще называли... Передальний угол? Да, еще называли это за семафором, за светофором. То есть за пределами своей области. А так дальняк, да. Ну, толчок. Параша. Параша, да. Что такое подогрев? Подогрев, ну, передачка, может, тебе передали, может, вот с тобой мы как-то, я там получил передачку, ну, вижу, ты там в чем-то нуждаешься, я тебя подогрел, там сигарет, там, покушать, чайку, там, ну, заварить, закурить. Ну, помочь. Ну, да, то есть я тебе дал, тебе встретился, вот он, дай сигаретку. Да, конечно, ты поделился, вот там Андрюха там подогрел, или Вася, или Коля, ну, так вот. Угу. Так, Андрей, идем дальше. Значит, шмон. Шмон – это обыск. Угу. То есть, В твоей жизни был шмон? я даже не сосчитаю сколько. Каждый этап шмон. На работу идешь шмон, с работы идешь шмон. Ну, самый жесткий шмон в твоей жизни? Ну, это когда загоняли маски в лагерь, просто ставили на растяжки. Это был 2004 год, апрель месяц. 20 лет назад. Строгий режим, да. Приехали маски-шоу, весь лагерь поставили вот так вот. Успел выбежать в тапочках, правда, на босу ногу. Апрель месяц, еще снежок даже лежал, начало апреля. И стояли мы часов до 11. Попробуй ты шевельнись. Скажем так, жопу отбивали балками резиновыми. Стояли крабиками. А потом уже прошмонали, и по 5 человек обыскивают, 5 человек в барак, 5 человек обыскивают барак. Зашли в барак, просто все вот так перевернуто, тумбочки высыпанные, матрасы все вот так вот на полу. А было такое, что находили что-то такое запрещенное? Ну, конечно, у меня. Да. Ну, про тебя же. Ну, у меня раз попытался сотрудник, ну, как найти, он мне спалил с телефоном, пришлось его лупить. Сотрудника? Да, за что срок получил. Сколько? Ну, дали 3,5, но год откусал, 2,5 мне добавили по 318. Сильно. Телефон остался? Телефон спас. Так, кто такой Пахан? Пахан, это были в совдеповские времена, вот мне встречался, это на общем режиме. Это были кентовки, там, вот в нашей губернии, вот, общий режим. Там кентовки были, там. Кентовка этого района, там свой Пахан. Кентовка этого района, там свой Пахан. Ну, на общем режиме это пользовались люди как бы уважением, прислушивались к нему. Конечно. Но Пахан – это уважаемый человек. Ну, на строгом режиме, конечно, Паханов нету. Нет, есть люди. Да. Так, Андрей, идем дальше. Дубок. Дубок – это, ну, в камере называли дубок, стол, соответственно, ну, на котором кушаешь, на котором играешь, ну, за которым что-то делаешь. А почему дубок, ты не знаешь? А почему не знаю? Знаю, потому что изначально это сейчас, скажем так, современным нашим, как наши тюрьмы, это все к евро как-то это старались там, вот. Это сейчас стали столы. А раньше пенек был, просто посеред камеры пенек. Почему и пошло это название дубок? Ну, пойдем на дубок. Ну, дуб. Вот и все. Все просто. Раньше реально пеньки вот так стояли. Да. А ты застал это? Застал. Решка. Что такое? Решка – это, ну, в каждой камере есть окно. Соответственно, ну, это же тюрьма. Соответственно, и не только тюрьма, и в колонии. Соответственно, тюрьма, окошко, решетка. Угу. Ну, а от этого и пошло решетка, сокращенно решка. И Окошко открывается, кстати? Чтобы проветриваться? открывается, конечно. Открывается. Нет, это... Открывается окошко. И летом, и зимой? А как дорогу будешь гонять? Угу. Ну да, тогда вопрос. Что такое дорога? Дорога – это
такая веревка, сплетенный канатик из ниток. Нитки взяты из простыни, я так понимаю. Ну, откуда-то. Почему? У нас швейные нитки разрешены. Да. Не обязательно из простыни. А у тебя есть ограничения по швейным ниткам? Там какое-то количество? Нет ограничения. Можно канатик сплести. Вот сейчас, скажем так, наша молодежь сделала такой, как он правильно называется, лайфхак. Лайфхак. Вот, лайфхак. Они не из ниток плетут, канатики эти, а из мусорных пакетов. И получается еще крепче. Еще крепче, да? Да. Там же нужно, чтобы оно не перетиралось, да? Не перетиралось. А ну ты же с канатиком делаешь, и нормально. Ну, давай, а для чего канатики нам нужны, самое главное? Ну, славливаются. Выставляется удочка. Ну, объясняю, что. Давай, да. Давай, что такое удочка? Можно швабру выставить, чтобы другой человек взял, вот берешь ниточку, ну, на ниточку грузик делаешь. Ну, обычно, как правило, делается мякиш. Мякиш хлебный, в целлофан его, и к нему нитку привязали. Ну, и вот ты ж руку полностью не просунешь, потому что... Ну, сейчас жалюзи убрали, сейчас и руку можно просунуть. Просунул руку там на ложку или положил на ложку. А в соседней камере, вот два окна, например, вот из этой, а в этой выставили швабру или веник. Ты кинул, она, бум, повисла на венике. Кто-то затягивает веник в хату, эту ниточку, к ниточке привязали уже канатик, и дорожка пошла. Соответственно, для чего дорожка? Ну, может, у вас там покурить, заварить нету насущного, там, передать по дорожке. Может, сидит ваш подельник рядом. Ну, как подельник, это, ну, по одному уголовному делу идете, вас же не сажают вместе, чтобы вы показания как-то... Вот надо списаться, чтобы... Одинаковые показания, дали показания, да, которые вас будут устраивать, договориться. Ну, и вся эта почта так курсирует. Да, друзья, у нас есть, кстати, видео полное с Андреем, как раз где он рассказывает вот эту всю подробную схему. Ссылочку мы сейчас оставим, чтобы вы просто могли зайти посмотреть. Уважаемые подписчики, 28 лет я провел в местах лишения свободы. Практически все свое здоровье я оставил в лагерях. Это сейчас, конечно, чуть-чуть полегче там. Раньше было вообще бедово и печально, особенно в начале 90-х. На днях зашел в медицинский центр и просто прозрел от тех расценок и цен, которые там даже на анализы. Расценки, конечно, заоблачные, это просто космос. У меня к вам просьба такая личного характера. Если кому-то не сложно, если кого-то не обременит, помогите, пожалуйста, финансово, со здоровьем мне, чтобы мне как бы пройти анализы и посмотреть вообще, что происходит с моим здоровьем. Потому что чувствую себя неважно. И, соответственно, да и возраст уже далеко не юношеский. Вот. Неважно, сколько там, 50 рублей, 100 рублей, кто сколько, скажем так, по мере возможности. За каждый потраченный рубль отчитаюсь, куда он потрачен или что. И, пожалуйста, не нужно вот этого дерьма. Некоторые есть такие персонажи, кто пишут, а за что или как. Или почему ему. Не хотите, не надо. Это чисто на добровольной основе. Вот взамен, как говорят сейчас, ну, нынешнее поколение, с меня вам контент. Спасибо за понимание. Андрюх, ну подожди, к дороге что крепится? Напомни, как называется? Малява? Нет. Конь. Ну, дорога это и есть конь. И есть конь, да? Да, конь просто, дорога это полностью все. А конь, который гоняют. А что такое конь? Ну-ка расскажи мне. Ну, конь это и есть вот этот канатик. А. Конь, кобыла, дорога, его много названий, на каждом централе оно свое, но суть от этого не меняется. Это, ну, общедоступным, чтобы было нашим, скажем так, зрителям это было доступно, кто не отбывал. Это веревка сплетенная, канатик сплетенный просто, называется конем, там, кобыла, дорога, как угодно. Все понятно. Ну, получается, вся тюрьма обвязана вот этими дорогами, да? Да. И это происходит ночью, я так понимаю? Да, обычно. Каждую ночь? Конечно. Сколько занимает времени вот это все организовать? Настроить, да? Надо... Настроить дорогу.
до часа. И по всему централу дороги стоят. То есть за час все подготавливаются, настраиваются? Конечно, все уже заранее знают. То есть Утром все это убирается. утром все убирается, прячется в курки, в нычки. А потом приходит шмон, и все отлетает, да? Как спрячешь? Вот это важно. А нычки вообще, они где обычно? Да где угодно. Как нычки называются? Вот. Или так и называются? Нычка, на жаргоне? курок. Курок, да? Вот. Ну, зачем я буду коня прятать куда-то? Я его суну в подушку. Он же тряпочный. Не прощупаешь. Угу. Ну, подстельку. Угу. Какая разница? А в стенах какие-нибудь там, знаешь, как «Побег из Шоушенка», там вот эти, не выковыривали? Ну, а что в стенах? Стены просматриваются все. Это раньше было, скажем так, вот конец 80-х, 90-е, разруха, как бы пофиг. А сейчас стены-то, вы посмотрите в камерах, они под кафелем, либо отшпаклеваны так, идеально покрашены, то есть... Ну, еще, наверное, оборудование можно все это прозвонить, да? Да, ну и, соответственно, эти ракетки, металлоискатели, даже есть такой прибор. Именно настраивают они как-то на телефоны и ищут под полами даже, там узнают где. Почему одно время начали прятать телефон в одно место кладут, а зарядку с батареей в другое, а симку в третье, чтобы даже при запале уйдет что-то одно. Да, что-то одно. Управление рисками это называется. Андрей, последний вопрос. Расскажи про тормоза. Тормоза, ну это дверь в камере. А почему тормоза? Ну потому что они тормозят твой выход на волю. Все логично. Кстати, можно сделать, чтобы тормоза ключом не открылись. Все делается просто. Отжимается дверь, вставляются либо доминушки плотно, либо какая-нибудь деревяшечка забивается. И, соответственно, продольный, ну это инспектор, который ходит там, смотрит по глазкам, он начинает ключом, а ключ поворачивается. А ты в это время можешь успеть и выпить, чтобы они не забрали. Запрет спрятать, Да, точно. да. Получается, дверь в распоре, ее нельзя открыть Да, извне, она да? прощелкивается и все, буксует замок. Друзья, если вам понравился такой формат, пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то свои слова из жаргона, из мира криминального, пишите тоже в комментарии, мы зададим это Андрею в следующих выпусках. Спасибо, Андрюх. Всего доброго.